Друзья, сегодня расскажу о новой скорости шарика. Эту скорость шарика буду показывать белой стрелкой на белый шарик. Если вы смотрите мой контент «Секрет рулетки Сердце Лайф» первый раз, просмотрите все практические занятия. Тогда вам будет понятно, что, просматривая мой контент, вы узнаете все секреты рулетки. А если, просматривая практические занятия, научитесь видеть скорости шарика и диска, сможете определить еще в самом начале момент броска дилера, где остановится шарик. Это сложно, но развить такую способность видеть скорость возможно. Именно поэтому я провожу практические занятия. Итак, что получается? Во-первых, у нас есть светофор. Если показываю темной стрелкой на зеленый шарик, значит начальная скорость у шарика была 551 км в час. Если показываю белой стрелкой на желтый шарик, значит начальная скорость у шарика была 901 км в час. Если показываю белой стрелкой на красный шарик, значит начальная скорость у шарика была 1301 км в час. Во-вторых, когда белой стрелкой я показываю на белый шарик, значит начальная скорость у шарика была 1500 км в час. Если также показываю белой стрелкой на белый шарик, значит начальная скорость у шарика была 1100 км в час. О этих скоростях я подробно уже рассказывал в предыдущих практических занятиях. А теперь внимание! Если также после броска показываю белой стрелкой на белый шарик, значит начальная скорость у шарика, внимание, новая скорость 700 км в час. Почему показываю скорость 1500 км в час, 1100 км в час и новую скорость 700 км в час белой стрелкой на белый шарик? Все очень-очень просто. Визуально начальное вращение шарика у этих скоростей очень-очень разное. Поэтому, когда вы будете смотреть на эти скорости, вы сможете очень легко определить, потому что они, еще раз напоминаю, разные по вращению. Но проблема в том, что труднее будет определить с рядом, скажем, вращающими скоростями. Это что я имею в виду? Во-первых, есть скорость 551 км в час, рядом 700 км в час. Есть скорость 901 км в час, рядом 1100 км в час. Есть скорость 1301 км в час, рядом 1500 км в час. Почему именно такие я выбрал цифры? В этом есть смысл. Я предупреждал, что все очень-очень-очень непросто. И это мы еще не рассматриваем скорость диска. Сейчас важно научиться понимать скорость шарика. Поэтому только ежедневные просмотры практических занятий помогут вам, возможно, научиться познать или, если хотите, поднять свой уровень наблюдательности до уровня, чтобы невозможное станет возможным. 25-я практика. Работаем. Спин, открытая рука,
Начальная скорость шарика 700 км в час. Условная единица. Номер 27. Начальная скорость была 700 км в час. Я поставил точную ставку. Играл номер 25 удвоения. Сыграл сосед 34. Ну, здесь хорошая выплата. Спин. Закрытая рука. Важно. Точка бросания шарика скрыта. Начальная скорость шарика 1100 км в час. Условная единица. Номер 25. Начальная скорость у шарика была 1100 км в час. Белая стрелка, белый шарик. Я, опять же, поставил точную ставку. Решил все-таки добить этот номер 25. Сегодня 25 число, 25 практика. У меня это получилось. А в поле я поставил неделимые номера 2, 21, 25. И они тоже сыграли. Захватил, скажем так. Удвоение. Не забудьте дать дилеру чаевые. Ему будет приятно. Спин. Открытая рука. Важно определить точку вбрасывания шарика. Номер 28. Я опять же сыграл зону 21, только 3 соседа, 21-06. Если у вас есть возможность, всегда смотрите, как ложится шарик. Он где-то здесь поскакал 21-25, а я его немножко передавил, и он выкатился 28. А сейчас я поставлю броском, ничего менять не буду, только подумаю, какая будет скорость диска шарика, и вернусь в зону 21. Посмотрим, как это у меня получится. Спин. Закрытая рука. Да, начальная скорость 1100 км в час. Ждем зону 21, 21-06. Он как раз остановился в номере 26. Причем опять же немножко дернулся, в ребра ударился, но все равно стремился в этот сектор все-таки докатиться. Что он и сделал, шарик. Естественно, никаких магнитов никогда не было, нет и не будет. Не морочите голову. Что у нас получилось? Начальная скорость 1100 км в час. Сыграл сосед Zero. И это лучшая ставка. Замечательно. Супер. Все скорости шарика покажу. Продолжим. Спин. Открытая рука. Важно определить точку вбрасывания шарика. Номер 21. Начальная скорость была 700 км в час. Я поставил зону 0, 0, 21, 28. Шарик остановился в номере 21. Это бронза. 3 соседа. Хорошо. Спин. Закрытая рука. Важно. Точка вбрасывания шарика скрыта. Начальная скорость шарика 1500 км в час. Условная единица.
Номер 31. Начальная скорость была 1500 км в час. Я поставил Альфа-лайн со стороны 14, но если вы обратите внимание, у меня не закрыт номер 14, он не достает. Я специально сделал несколько ширей, чтобы захватить этот район чуть-чуть побольше. И поэтому я отдельно поставил номер 14. Это, кстати, очень удобно ставить на случай страховки, как раз если что-то отойдет чуть дальше шарик, вы его все равно захватите. Поэтому великолепно. Здесь 6 фишек. Лучшая ставка. Замечательно. Спин, открытая рука. Важно определить точку вбрасывания шарика. Начальная скорость шарика 700 км в час. Условная единица. Номер 21. Три фишки. Итак, обратите внимание, начальная скорость была 700 км в час. Я вернулся в зону 21.06. У меня сыграл сосед 21. Это лучшая ставка и 3 фишки здесь. Ну что, великолепно, да, те чаевые дилера? Спин, закрытая рука. Начальная скорость шарика 1500 км в час. Условная единица. Номер 35. Да, шарик не докатился немножко, остановился в номер 35, хотя я сыграл зону 6, 34, 4, 11. Начальная скорость была 1500 км в час. И я сейчас поставлю броском вернусь в зону 21. Посмотрим, как это у меня получится. И постараюсь сыграть именно большие номера. Если вы обратили внимание, сейчас идут только одни большие номера. Я попробую сейчас прям сыграть большие номера красные в районе 25. Посмотрим, как это у меня получится. Начальная скорость 1100 км в час. Я играю красные большие номера в районе 25. Смотрим. Да, номер 34. Итак, начальная скорость была 1100 км в час. Я вернулся в зону 34, как я и хотел. Да, он немножко проскочил, но я делал такую специальную закрутку, чтобы он шел только по большим красным номерам. Туда он и вернулся. Есть такая, скажем, способность у дилеров, когда они чувствуют вот эту подачу шарика, и они могут сыграть в цвет. Я все это ранее говорил, даже показывал. Смотрите мои прошлые выпуски практических занятий, и вы все это увидите, все это как бы, может быть, поймете. Никаких магнитов здесь нет. Продолжим. Номер 34, сосед сыграл. Великолепно. Спин, закрытая рука. Важно, точка вбрасывания шарика скрыта. Начальная скорость шарика
1500 километров в час. Условная единица. Номер 27. Опять же, начальная скорость была 1500 км в час. Я играл зону 21. 21.06. У меня сыграла бронза. И здесь 4 фишки. Сосед 6. Потому что 34 ближе именно к шестерке. А это золото. А в поле я одним движением сыграл, повторил вот эту ставку. 21.06. Если вы потом посмотрите повнимательнее, вы это все заметите. Опять же, начальная скорость была 1500 км в час. Друзья, я думаю, на этом мы закончим нашу 25-ю практику. На что я хотел бы, чтобы вы обратили внимание. Я играл всю сегодняшнюю практику большими номерами. Это техника броска, она есть и имеет свое место быть. У меня это все получилось. Ну, были отскоки небольшие, мы потом все это исправили замечательно. И еще раз хочу обратить ваше внимание, я играл только 3 скорости. 700 км в час, белая стрелка, белый шарик. 1100 км в час, белая стрелка, белый шарик. И 1500 км в час, белая стрелка, белый шарик. То есть я не использовал светофор с окончанием на единичку. Пересмотрите, вернитесь, посмотрите. И попробуйте, как говорится, запоминать, тренируйтесь, развивайте свои визуальные навыки. Друзья, спасибо, что мы были вместе. Я желаю вам всего хорошего, здоровья, удачи и до новых встреч.